Уникальный музей в Стамбуле, созданный по одноименному роману лауреата Нобелевской премии Орхана Памука. Открытый в 2012 году, музей находится в квартале Чукурджума в Биелу и представляет собой выставку, посвященную жизни в Стамбуле 1970-х и 80-х годов, с экспонатами, отражающими повседневную жизнь и историю любви главных героев. А сам квартал Чукурджума известен своими антикварными магазинами, узкими улочками и старинными домами. Присаживайтесь поудобней, наливайте чашку чая, кофе или же бокал вина. Не забудьте поставить лайк и всем приятного просмотра. Всем снова привет, друзья, и добро пожаловать ко мне на канал, где мы с вами бродим по Стамбулу, по некоторым городам Турции и по интересным местам как Стамбула, так и всей Турции. И сейчас мы с вами находимся на самой знаменитой площади в Стамбуле, которая называется Таксим. А вот и отель, известный, кто читал 10 минут 38 секунд в этом странном мире, турецкая писательница Элиф Шафак, Мармара отель, в котором, точнее, последний раз была увидена героиня романа перед своей гибелью. Памятник республики. А сегодня, как вы уже поняли из названия и заставки, мы будем говорить про самый известный роман турецкого писателя, лауреата, кстати, Нобелевской премии по литературе Орхана Памука, который называется «Музей невинности». Честно сказать, очень долго я шел к этой книге. Я перечитал несколько произведений романов Памука. На любителя, к нему нужно дойти вообще в принципе к Памуку, потому что очень-очень глубокий такой автор. Мне прям и все его практические произведения заходят. Единственное, там пару глав в одном из произведений, совсем было скучно, но в основном его мысль, его глубина, точнее его мысли, это, конечно, что-то с чем-то. Орхан Памук, он лучший. Вот, и сегодня мы будем разговаривать о романе, который вышел в 2008 году, «Музей невинности», и стал таким важным событием во всем литературном мире и был высоко оценен как критиками, так и нами с вами, читателями. И действие самого романа разворачивается здесь, в Стамбуле, в период, точнее, с 1970-х до начала 2000-х годов, что позволяет автору исследовать разные социальные и культурные трансформации, происходящие в Турции в то время. А почему именно с вами мы идем от площади Таксим к музею? Весь путь, друзья, будет живой, идти очень недалеко, поэтому вместе с вами пройдем, и кому будет полезно, кто будет здесь и кто читал роман Орхана Памука «Музей невинности», я думаю, тоже будет интересно прогуляться и посетить этот великолепный музей. Я еще пока там не был, просто читал о нем, смотрел какие-то там вырезки, выдержки. Вот так вот выглядит. Сейчас мы уже находимся с вами в Махалле Чукурджума, который находится в районе Биелу и примыкает совсем близко к Джихангиру, где мы с вами уже как-то гуляли. Кому интересно, я обязательно оставлю ссылку. Пройдемте со мной и погуляем. Вообще этот роман насыщен разными деталями повседневной жизни того времени и представляет собой не только такую драматичную историю любви, но и современный такой культурный, социальный портрет Стамбула. И Памук очень мастерски передает разные противоречия между традициями, между модернизацией, между Востоком и Западом, которые и пронизывают все турецкое общество до сих пор, друзья. Я пока иду, рассматриваю тоже все вокруг и вам показываю. И эти противоречия оказывают влияние на жизнь и героев романа, определяя их выбор точнее, их судьбы. Ну а сам главный герой романа Кемаль Бей является, конечно же, представителем стамбульской элиты. В начале романа ему около, по-моему, 30 лет, и он успешный в своем обществе, происходящий из очень обеспеченной и весьма уважаемой семьи. И Кемаль живет в современном мире, где преобладают западные ценности и западная культура. Он получил образование за границей и разделяет такие ценности своего круга, как успех, богатство и, соответственно, так сейчас приведу, социальный статус. Однако, несмотря на все его вот эти внешние признаки благополучия, Кемаль ощущает внутреннюю пустоту и очень несчастлив. Это чувство усиливается, когда он встречает девушку по имени Фюсун. Это главная героиня романа. Молодая, красивая девушка, которая работает самой обычной продавщицей в вещевом магазине, принадлежащем, кстати, принадлежащим семье, одного из членов семьи Кемаля Бея. И Фюсун
Очень бедная, дальняя родственница, выросшая в другом социальном окружении, чем Кемаль, и представляет собой такой символ невинности и простоты, который герой начинает видеть как нечто противоположное полностью своему собственному миру. Ну и, как я сказал, она является очень дальней родственницей самому Кемалю. И в их общей семье девушку не очень сильно так и чествовали. Почему? Потому что, ну, мало того, что она из бедной такой части семьи, а второе, она в очень молодом возрасте участвовала в конкурсе красоты, естественно, позировала в купальнике, и эта фотография с финального выступления или конкурса, как там это все называется, попала в светские газеты. В 70-х годах Турция, конечно же, уже была светской страной, но нравы все равно преобладали мусульманские, поэтому вот не принимали. Чуть-чуть посмотрел карту, друзья, куда идти. И после встречи уже с Фюсун жизнь самого Кемаля очень резко меняется, хотя он уже был обручен с Сибель, девушкой из своего, конечно же, социального круга. Но Кемаль не может устоять перед обаянием молодой красивой Фюсун. Их роман начинается как что-то такое временное, мимолетное, но вскоре перерастает в нечто гораздо более глубокое и, как так выразиться, всепоглощающее, что ли. Кемаль осознает, что влюбился в Фюсун и не может представить свою жизнь уже без нее. В то время как Кемаль больше вовлекается в отношения с Фюсун, его связь с Сибель начинает разрушаться, и Сибель, чувствуя такое отдаление Кемаля, все больше и больше, как тщетно, можно так выразиться, тщетно сохранить их брак, называя его, эту вовлеченность, ее эту влюбленность болезнью. И раскрытие романа Кемаля с Фюсун становится причиной разрыва их помолвки, что наносит очень сильный удар по репутации самого Кемаля в их обществе. И после этого разрыва жизнь Кемаля превращается в такой кромешный хаос. Он разрывается между своей любовью к Фюсун и невозможностью вернуть утраченное доверие своего круга, в котором он привык находиться, и вести свою привычную, светскую, богатую жизнь. Очень-очень-очень в таких, привет, мартыха, красочных, подробных обычаях сам Памук все это описывает. Еще, друзья, посоветую, 3 переводчика переводят с турецкого языка произведения Орхана Памука. Я не помню сейчас, я вам напишу здесь именно кого нужно выбрать. Она переводит просто вот идеально, настолько все детально описано, настолько интересно сам быт, времяпрепровождение бедного общества, людей из бедного общества и богатого общества, что просто от этой книги не отрываешься. Очень я всем ее советую. Но вскоре Фюсун уходит из жизни Кемаля, и Кемаль остается один наедине со своими воспоминаниями и со своими сожалениями. Вообще, друзья, Фюсун в романе Памука это не просто такой объект любви Кемаля. Она представляет собой такой идеализированный образ, который становится для Кемаля символом утраченной невинности и чистоты. И для него Фюсун это не просто любимая женщина, но и воплощение того, что он потерял, погружаясь в мир, где правят деньги, статус и социальные разные нормы. И после того, как Фюсун уходит, Кемаль начинает собирать разные абсолютно предметы, связанные с ней. И эти вещи самые простые, повседневные, но они приобретают для главного героя огромное значение, становясь своеобразным своеобразными реликвиями его любви. Он хранит абсолютно каждый предмет, который напоминает ему о Фюсун. От ее заколок до пустых упаковок сигарет, до окурков, до собачек, которые всегда стояли на радиоприемнике в доме Фюсун, в доме ее родителей. И эти предметы начинают заполнять всю его квартиру, превращаясь в некий аналог такого храма, посвященного его любви к ней. И уже после ухода Фюсун Кемаль погружается, как я уже сказал, в очень глубокую депрессию. Он перестает интересоваться деловыми делами своего бизнеса, отдаляется от друзей, отдаляется от своей семьи, и все его мысли сосредоточены на ней. Но он не может смириться с ее потерей, начинает ее поиски, пытаясь найти ее и вернуть в свою жизнь. Эти поиски занимают целых, друзья, 8 лет, в течение которых Кемаль возвращается к местам, связанных с их прошлым, надеясь встретить Фюсун. Тут тоже вот весь Чукурджума, Махалли, весь Джихангир заполнен разными такими интересными антикварными лавками. Ну, опять же, пока идем, беседуем, вы можете тоже послушать и понаблюдать по сторонам.
И в это время, друзья, Кемаль становится одержимым сбором вещей, связанных с ней. Он начинает посещать ее дом, знакомиться более близко, разговаривать с ее родственниками, родителями, но каждый раз уходит с чувством неудовлетворенности. И его одержимость доводит его до того, что он начинает искать даже мельчайшие следы своей возлюбленной в самых обыденных предметах. Кемаль также начинает осознавать, что его любовь к ней стала чем-то очень большим, чем просто романтическое чувство, и она превратилась в смысл его жизни, в его единственную ценность. И он видит в этом свое спасение от пустоты, которая в то время заполняла его жизнь до встречи с ней. А вот и сам дом, в котором жила Фюсун со своими родителями. Вот написано «Музей невинности» Масумет Мюзеси. Тот самый легендарный дом в Чукур-Джуме из романа, одноименного романа «Музей невинности». Аж, знаете, как-то недавно я прочитал его роман. Прям аж как-то такое неописуемое чувство. То ли мурашки, то ли побыстрее хочется зайти. Давайте зайдем посмотрим, сколько стоит все. И будем, рассматривая все реликвии из этой книги того времени, я вам продолжу свой рассказ далее. Здесь вход в музей. Что тут у нас? Музей невинности. Все. Культурный объект Турции. Так, давайте в кассу, узнаю, сколько что стоит, и все вам расскажу. Друзья, у кого есть книга, на одной из страниц, почти в конце есть такая табличка, туда ставят печать, и вход бесплатный. Так, для иностранца стоит 350 лир, для иностранного гражданина, студента, либо пенсионера выше 65, старше 65 лет вход стоит 250 лир, для местных турок 160 лир, для студентов и пенсионеров 80 лир. Вот неудобно тут, вот посмотрите, ставят вот такую красную, это бабочка, брошь. Прочитав книгу, узнаете, к чему это и почему, и вот такой вот вкладыш. Так, пойдемте заходить внутрь. Так, друзья, нам разрешили снимать, единственное, чтобы не было никаких звуков от камеры и не было вспышки. Сейчас поднимаемся на второй этаж. Я думаю, людям, кто не читал это произведение, будет неинтересно, а тем, кто читал, будет интересно посмотреть все здесь вокруг. Вот та самая брошь. Я думаю, вы, кто читал, понимаете, о чем я говорю. Естественно, буду здесь снимать фотографии, друзья. Выставляю все в Телеграм, не только с прогулок, но и из обычной повседневной жизни. Поэтому подписывайтесь на Телеграм-канал, там найдете много, я думаю, интересного. И та самая поддельная сумка из произведения. Друзья, ну и продолжу, пока разглядываем все вместе с вами. Когда Кемаль наконец находит Фюсун, он обнаруживает, что она уже успела выйти замуж, но жизнь ее семейная несчастлива. Их встречи возобновляются, но теперь они происходят на таком фоне изменившихся, конечно же, обстоятельств. И Фюсун больше не та уже наивная девушка, которую Кемаль знал раньше. Она сильно изменилась, стала более такой жестокой, и не жестокой, жесткой и циничной. И тем не менее между ними сохраняется очень глубокая эмоциональная связь, и Кемаль снова начинает надеяться на возобновление их отношений. Однако судьба оказывается жестокой, наверное. Так всегда и в обычной жизни, тоже не только в произведениях. И Памук очень-очень, друзья, я не перестану повторять, как он подробно, филигранно просто описывает все действия, все эмоции, все вот самые-самые мелкие детали. Я, конечно, просто сейчас рассказываю такой небольшой тизер и свое мнение, но это произведение надо читать. И здесь, в этом музее, и даже сейчас вы можете увидеть очень много разных артефактов, разных фотографий, даже вот здесь вырезок из газет Стамбула 70-х, со времен 70-х до нулевых годов. И само не то что влияние, а саму роль Стамбула во всех произведениях Памука, и непосредственно в этом я вам чуть позже тоже расскажу. И, как я уже сказал, Памук описывает, как Фюсун, разочарованная своей жизнью и осознающая, что не сможет больше вернуть прошлое, принимает решение, которое приводит к трагедии. Их судьба сложилась так, что они стали уже официально вместе, решили отправиться в путешествие, но такая уже побитая жизнью Фюсун решает закончить их жизнь, их обоих жизнь в автомобильной катастрофе намеренно, так сказать. Вот. Разбив машину, в которой они ехали вместе с
Кемалем. И Кемалем, и ее матерью. Вот. И этот момент становится такой, конечно же, уже кульминацией. Вот, кстати, карта, старая карта района Биолут. Тут немного Харби, Османбей, Шишли уже. И вот все эти улицы, все места, которые описаны в самом романе. Очень, друзья, интересно, кто читал и когда-то, либо кто слышал, хочет прочитать, обязательно, будучи в Стамбуле, посетите этот музей. И в этот, как я уже сказал, момент трагический является кульминацией романа и завершением их очень долгого и мучительного пути. Рюмка ракы. Вот, Кемаль, потеряв Фюсун, окончательно решает увековечить их любовь, создавая вот этот музей невинности, по которому мы с вами сейчас и гуляем. Это место, где он собрал все вещи, связанные с их отношениями. И этот музей становится для него не только способом сохранить память, увековечить о Фюсун, но и таким символом всей его жизни, полной неосуществленных надежд и упущенных, к сожалению, возможностей. Друзья, и здесь, кстати, я забыл сказать, видите, на каждом ящике, так вот тоже еще фотографии, очень здорово здесь. Как вы видите, все стеллажи пронумерованы. Прервался, друзья, не совсем удобно держать камеру, плеер и еще и видеокамеру. Вот, кстати, отель Фатих, где главный герой останавливался, когда ушел из своего дома, страдая по Фюсун. Вот, все стеллажи, как видите, пронумерованы, и здесь можно за 20 турецких лир взять плеер, он на английском языке, на турецком языке, на русском языке. Вот, и каждый стеллаж, номер каждого стеллажа вы можете вручную на плеере смотреть. Вот, это, кстати, раковина из произведения в бедном доме Фюсун и ее родителей, ванная комната. Вот, и вы, подходя к каждому стеллажу, выбираете номер стеллажа, и голосом самого Памука вы слушаете отрывок из произведения, касающийся именно этого стеллажа. Так, пойдемте на следующий этаж. Друзья, вообще, в принципе, музей невинности — это такой роман о любви, но Памук исследует эту тему гораздо глубже, чем, мне кажется, можно было бы ожидать от такого традиционного любовного романа, к которому все привыкли. Вот посмотрите, все артефакты — это вещи того времени. Я думаю, если вы прочитаете книгу, вы поймете, как и откуда Памук все это сам собирал. И сама любовь в этом произведении — это не только чувство, но и сила, которая, как сказать-то, формирует жизнь человека, определяя его поступки и даже судьбу. И важнейшей темой романа является память и то, как она влияет на саму личность. И Кемаль, собирая вещи, связанные с Фюсун, пытается удержать прошлое, сделать его таким осязаемым. Но этот музей становится для него не просто местом, где хранятся воспоминания, но и отражением его внутреннего мира, его идентичности, которая формируется через все эти воспоминания. И Памук также поднимает вопрос о том, как общество влияет на личные чувства и выбор людей, выбор каждого человека в отдельности. Кемаль и Фюсун живут в обществе, где на первый план выходит социальный статус. Посмотрите, кстати, вот собаки, статуэтки, которые Кемаль воровал, так сказать, из дома родителей Фюсун с радиоприемника. Потрясающе просто. И вот сам приемник. Друзья, аж мурашки, но надо читать. И, как я уже сказал, Кемаль и Фюсун жили в том обществе, где социальный статус, нормы и ожидания имели такое вот счета. Кстати, вот такие счета до сих пор в Стамбуле, в Турции сохранились. Прямо на бумажечке записывают и потом вас считают и выдают. Ну и колонии, естественно, для рук в каждом доме до сих пор тоже существуют. Мысль свою никак не могу завершить. Статус, очень важен статус. Бедный или бедная не могут
ну, общество очень давит, так и любовь Фюсуны Кемаля сталкивается с такими непреодолимыми преградами, которые возникают вот уже ее палате по роману, которые возникают из-за различий в их социальном положении, а также, естественно, из-за давления со стороны окружающих. Роман показывает, как личные чувства могут быть просто подавлены общественными нормами и как это приводит к разным трагическим последствиям. Вот тоже вот удостоверение. Посмотрите, как здорово все это сделано, просто не знаю. Ну и, друзья, естественно, мы поговорим о Стамбуле как герое этого романа. И в самом романе «Музей невинности» Стамбул играет такую центральную, да, в принципе, во всех романах Памука город Стамбул, несколько его прям определенных районов играют центральную роль, не просто становясь таким фоном для событий, но и полноценным героем, влияющим на жизнь персонажей и отражающим их внутренний мир. Я думаю, вы со мной согласитесь, кто читал Памука. И он мастерски использует этот образ города, чтобы передать атмосферу времени, какие-то социальные и культурные противоречия, а также психологическое состояние самих героев его произведений. Стамбул в романе здесь именно представлен как город, находящийся на пересечении Востока и Запада, традиционного и современного. И автор изображает Стамбул как место, где соприкасаются две абсолютно различные культуры, что приводит к постоянному внутреннему конфликту, как в даже календарь, посмотрите, тех времен, что приводит к такому внутреннему конфликту как в обществе, так и в душах его жителей. И Кемаль и его окружение живут в мире, ориентированном, естественно, на западные ценности. Они одеваются по последней моде, участвуют в каких-то светских мероприятиях, стремятся к образованию и модернизации. И в то же время город полон традиционных турецких ценностей и обычаев, которые воплощаются в таких персонажей, как Фюсун и ее семья. Вот тоже книжки об этом романе. Так, ну давайте поднимемся дальше, и дальше я продолжу свое повествование. Так, ну что, лестница, друзья, очень крутая, нужно быть осторожным. Вообще, Стамбул для Кемаля это город возможностей, но также и ограничений. Он может наслаждаться современными удобствами, которые предоставляют ему статус и богатство, но также осознает, что традиции и ожидания общества накладывают, естественно, на него какие-то обязательства. Друзья, здесь стеллаж с книгой «Музей невинности» с произведением на разных языках мира, и вот он, я уже увидел на русском языке, опа, в таком вот переплете, и сейчас чуть ниже, вот он мой экземпляр. Ну и мы с вами находимся в Святая Святых, в спальне Фюсун. Вот посмотрите, ее кровать, прикроватная тумба, ну и все. Конечно, здесь уже и двери, все поменено на дурацкий пластик, но чемодан, весь такой раритет, антиквариат того времени на стенах. Записи, так, что здесь у нас? В период с 2000 по 2007 год Кемаль Басмаджи, наш с вами главный герой, жил в этой комнате, где Орхан Памук сидел и слушал его историю жизни. И скончался Кемаль в 2007 году. Ну и вот такая комната, друзья, мурашки. Кто, вот правда, уже который раз повторяю, кто читал, обязательно посетите этот музей. Ну а здесь все черновики, как Орхан Памук писал этот роман. Посмотрите, сколько исправлений. Выдающийся автор, обязательно его нужно почитать, но в определенном переводе, который я обещал вам указать. Я оставлю там на видео, на самом укажу переводчицу, которая действительно заслуживает прочтения. Ну, это мое субъективное мнение. Вот части черновиков. Так, давайте пойдем вниз. Там еще громадный стенд с окурками. Тоже такое впечатляющее зрелище. Тут еще вот есть магазин внизу, обязательно в него спустимся, посмотрим, что там.
Вот, а смотрите, стенд, на котором располагается, друзья, внимание, 4213 окурков. Реальных окурков, главной, которая выкурила главная героиня. И Кемаль все это собирал. Просто зрелище волнительно, аж до мурашек. Посмотрите. Ну и давайте теперь пойдем, спустимся, посмотрим в магазин дома музея невинности. Так, друзья, ну и пока спускаемся, будьте внимательны, здесь очень такие крутые лестницы. Еще о Стамбуле в романе, он не только отражает социальные, давайте сюда посмотрим, и культурные контрасты, но и служит зеркалом для таких внутренних переживаний героев. Кемаль, потерявший свою любовь, блуждает по улицам города в поисках утешения и смысла. Так, сейчас я посмотрю цены, что это греческие художники Стамбула. Посмотрите, какой переплет хороший у него. Так, а по цене 850 лир. Но сами считайте, дорого это или нет для такой книги. Вот. И Стамбул также становится для Кемаля символом утраченных надежд и возможностей. И в каждой улице, в каждом уголке, так, секунду, я выйду. В каждой улице, как я говорил, в каждом уголке города он видит воспоминания о Фюсун, которые мучают его и одновременно удерживают от полного личностного краха. Различные районы Стамбула, описанные Памуком, символизируют различные аспекты жизни героев. Богатые кварталы, где живут Кемаль и его окружение, представляют собой мир модернизации западного влияния, тогда как бедные районы, где живет Фюсун с родителями, так символизируют традиционную Турцию, где семейные ценности и моральные устои имеют первостепенное значение. Вот тут можно найти на разных языках, друзья, книги. Все в таком хорошем переплете, хорошего качества. И открытки. Открытку я обязательно куплю, надо только будет сейчас выбрать какую. И эти районы, друзья, не просто географически разделены, но и символически противопоставлены, отражая целый разрыв между двумя мирами, в которых живут герои. Так, хочу посмотреть вообще цены на книги. 600 лир. Ну, так, что-то за 1600 рублей это весьма дорого. И вот эту, наверное, открытку я возьму. Она мне больше всего понравилась. Вот, посмотрите. Сам Памук в музее. Прекрасно. Ну, еще разные здесь тоже открытки, блокноты, всякие сувениры. Ну вот, друзья, мы снова с вами на улице квартала Чукурджума, великолепный музей. Для вас, я не знаю, сколько там будет, 20-30 минут видео. Для меня это было 3 часа. Просто восторг. И я думаю, все со мной согласятся, и те, кто читал роман, да и вообще, кто был в Стамбуле, что это место, сам город, где прошлое, настоящее существует, и где каждый уголок города наполнен историей, личными историями, коллективными какими-то историями. И Памук передает эту идею через такие классные детали, через старинные дома, через кофейни, улицы, мосты, которые связывают разные части города и разные эпохи. И сам город в Музее невинности — это не просто город, а такой живой организм, который влияет на судьбы своих жителей, одновременно отражает их внутренний мир. И Орхан Памук мастерски, я считаю, передает атмосферу города, его динамику, его многослойность, делая этот мегаполис одним из главных тоже героев романа. Вот такая у нас сегодня, друзья, с вами прогулка. Я надеюсь, что вам понравилось, особенно тем, кто читал Музей невинности. Те, кто новенький, посмотрите, у меня на канале очень много видео о Стамбуле, о разных местах, районах. Подписывайтесь, не забывайте, пишите свои комментарии под видео. Кто хочет поддержать меня финансово, ссылки есть под видео, и также можете стать спонсором. Всем мирного неба, всем пока.